Сегодня готовим очень вкусный открытый пирог со сливочной прослойкой, помидорами и перцем. В тесто идет сметана жирностью 20%. Можно взять любой жирности. Сливочное масло и терку отправьте на 10 минут в морозилку. Для сливочной прослойки используется классический крем-сыр Эксквиза. По текстуре и вкусу похож на сливочный сыр Philadelphia Original. Он кремовый и слегка солоноват. Помидоры желательно взять не крупные, чтобы красиво смотрелся пирог. Это могут быть круглые коктейльные, как здесь, или черри. Готовим тесто. В миску добавить сметану, яйцо, соль. Смешать до однородности. Отставить массу пока в сторону. Просеять муку вместе с содой. Обвалять холодное масло в муке. И натереть на крупной терке, постоянно обмакивая мукой. Хорошо перетереть руками. Влить сметанно-яичную массу. Немного перемешать. И замесить тесто. Долго месить не нужно, просто тесто собрать в комок. Завернуть в пищевую пленку. И убрать в холодильник на время, пока готовим прослойки. Начнем с овощной прослойки. Перец разрезать на 4 части. Нарезать тонкой соломкой. Затем напополам. Зеленый лук мелко нарезать. На сковороду влить подсолнечное масло. Выложить перец. Обжарить до слегка румяного вида. Посолить. Добавить прованские травы. Зеленый лук. Перемешать. Через минуту выключить плиту. Помидоры разрезать пополам таким образом, чтобы красиво смотрелся срез. Верхнюю часть перевернуть и аккуратно вырезать место плодоножки. Готовим сливочную прослойку. Укроп мелко нарезать. В миску выложить крем-сыр, укроп, белок. Хорошо перемешать до однородного соединения всех составляющих. Прослойка готова. Переходим к формированию открытого пирога. Стол присыпать мукой. Вынуть тесто из холодильника. Снять пищевую пленку. Раскатать круг диаметром 28 см, толщиной 4-5 мм. Перенести на противень на пергаментную бумагу. Выложить в центр сливочную прослойку и равномерно распределить, отступив от края примерно 4-5 см. Сверху выложить перец. Старайтесь без масла. Разложить половинки помидор. Завернуть края в складку. Смазать взбитым желтком. Желток сделает выпечку блестящей и хрустящей. Посыпать кунжутом.
Помидоры смазать маслом, которое осталось от перца. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут, пока пирог не станет румяным, но вы ориентируйтесь на свою духовку. Украсить бэби шпинатом или листочками базилика, и можно подавать. Такой пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде. Осталось порционно нарезать и наслаждаться. Ароматный и очень вкусный. Нежный сливочный слой с укропом, сочная овощная прослойка с перцем и помидорами, хрустящая корочка с кунжутом. Пирог чем-то отдаленно похож на пиццу. С начинкой можно экспериментировать. Приготовьте такой открытый пирог, радуйте родных и близких и наслаждайтесь вкусом.